Привет, дорогие джиповоды. Тема сегодня не для вас, так что пропускаем. Итак, привет, пыжеводы. Если у вас 1.6 движок и у вас появилось вот такое запотевание, сразу смотрим вот сюда. Если же видите вы и здесь мокро у нас, это означает, что у нас пробитая прокладка. Прокладочку я купил, у меня еще установлен газ, у меня будет снятие чуть больше, чем у вас. Отключаем аккумулятор и занимаемся дальше снятием. Сейчас прокладочку вам покажу. Так. Вот такой набор прокладок идет. Тут у нас будут и колечки, и разного типа они идут. Маркировка вот такая. Покупаю оригинальную. Цена у них лояльная. Так что, двигаемся дальше. Сейчас потихоньку буду все показывать. Так, используем торс на 25. Звездочка. И откручиваем вот эти болтики, которые держат у нас воздушный фильтр. Поменял приспособу и таким методом откручиваем. Кто вытаскивает первый раз, делал все на сервисе и не знает, что у них воздушный фильтр, чтобы крышечку снять, болты вытаскивать не обязательно. Они открутились и там остаются. А потом просто берем и снимаем вот это все дело. Появилось у нас отверстие, сразу же его закрываем. Беру Т-30, откручиваю эти два болта. Откручиваю пробку, снимаю крышку, закручиваю пробку назад. Крышку просто вот приподнимаем, и она снимается с вот этих вот защелочек. Тут можно даже ничего не поддевать. Просто поднимаем ее и снимаем. Дальше у нас идут свечи. По свечам тоже все просто. Приподнимаем вот эту штучку, и она его рассоединяет, вот этот штекер. Дальше берем просто и тянем вверх. Все. Ну и используем специальный ключ для свечей. Так как свечи меняю я сам, то ключ у меня этот уже давно. Показываю вам Top-Tool 16 и такая маркировка. Это ключик у нас для того, чтобы выкрутить свечи в колодцах. Вы туда не подлезете ничем, только специальным ключом. Так как колодцы там достаточно узкий проход у них. Все, село. Выкручивать мы свечи не будем. Мы просто благодаря этому ключу смотрим, есть ли масло в колодцах. Вот, смотрите, видите? В моем случае оно там есть. Свечи там остаются на месте, так как прокладку мы будем только менять, но проверяем однозначно все колодцы, чтобы нигде их не было, нигде масла. По возможности там все вытираем. Свечи остаются. Вот это все дело мы будем сейчас разбирать. Все, что нам будет мешать, мы будем снимать. Берем отверточку, вставляем этот край и потихонечку приподнимаем. Ну и тем самым она снимается у нас. Снимаем здесь, отводим провода. Придерживаем ключиком на 10 и откручиваем головку на 8. Поднимаю вот так отверточкой и стаскиваю другой рукой. Дальше просто беру вот здесь рукой и тяну вверх. И оно соскальзывает вон с вот этого посадочного места. Тем самым у нас открывается доступ с этой стороны крышки. Снимаем таким же методом тут. И у нас мы отсоединены здесь полностью. Эта сторона у нас тоже снята. И здесь нам по крышке ничего не будет мешать. Двигаемся дальше. Что у нас с этой стороны? Ну, по идее, тоже попытаемся просто его скинуть. Сейчас я попробую другой рукой. Осмотрев, я увидел, что тут вот у нас выдвинуты два усика. Мы их с двух сторон. С одной стороны чуть-чуть
поджали, приподняли, потом с другой и попробуем вытащить, чтобы не снимать шланги. Так, удалось здесь его отвести. Шланги здесь достаточно дубовые, я не знаю, походу они, наверное, пластмассовые. Так что здесь я отвел. Аккуратненько смотрю, что мешает. Мешает вот эта вот резинка. Ее сейчас попробую сдвинуть туда или сюда. И тем самым у нас просто откроется доступ к вот этому болтику для того, чтобы снять потом крышку. И к этому болтику. Так что нам не будет ничего мешать и не надо будет дополнительно ничего разбирать. Так, сдвигаю резинку. Сдвинул отверткой эту резинку и тем самым тут видно уже достаточно много места. Увидел, что у нас здесь есть такие вот зубчики. Сразу было понятно, что это колечко надо сжимать. Тут, потому что там видно пустота. Я его сжал, потянул, ну, с двух сторон. С одной отверточкой, с другой пальцем. Так вот взял и вот этим пальцем просто вытолкнул этот шланг. Самое тяжелое место это вот здесь вот два вот таких, как вот здесь, грубо говоря, хомута. Но снять там, ну, вообще очень тяжело. Я взял просто ножичком и его срезал. Один и второй. Так как защелки там я продолбался в районе получаса и ничего не выходит. Провода там и так никуда не денутся, так как там очень мало места. Так что просто-напросто хомуты эти срезал. Так, дальше буду откручивать головка на 10. Откручивая по кольцу крышку. В середине еще два болтика у нас. Отвожу, привяжу сейчас проволочкой вот этот провод, чтобы он мне не мешал. Подготавливаясь к чистовой работе, закрылся. Единственное, у меня упал болт, и достать его не получается. Как он туда упал, не знаю, но вытащить ему все мешает. Головка большая. Буду пробовать, когда уже сниму крышку, все-таки как-то ее попытаться достать. И остался открутить один болт. Дальше вот здесь вот поддеваю. Потихонечку расшатываю. И снимаю крышку. Долго ли, коротко. Снял. Вон видно болтик. Собака. Как застрял. Достаю болт. Зачищаю. Здесь все, чтобы было чисто с той стороны. И буду одевать новую прокладку и ставить все назад. Так, вот здесь вижу кусочек в этом месте герметика. Соответственно, с той стороны тоже кусочек герметика. Здесь нигде герметика не было. Значит, этот счищаем. И туда надо положить два кусочка герметика. Вот так вот такую вот штуку. Для того, чтобы очистить герметик, чтобы не пошкрябать металл. Повытирал места, где у нас свечи. Попротирал там, где попадаются у меня капли масла, чтобы не было. Смотрю, чтобы было везде чистенько. По мотору вижу, каких повреждений видимых нету. Ни царапин, никаких, ни стружечек, нигде ничего. Так что все здесь везде попротирал, позачищал. Никаких спреев не использую. Просто протираю все насухо и все. Обезжиривать можно только в местах. Но это вы хотите, обезжируйте все. Но я буду обезжиривать только места, где герметик. Так нигде ничего не наношу. Просто все насухо, идеально протираю. Занимаюсь прокладкой. Болтов у нас идет 13 штук. Все они абсолютно одинаковые, кроме вот этого. Тот, к которому прикручена масса. Что касается клапанной крышки и прокладки. Вот эти колечки и вот эти колечки, они уже реально очень задубели. Они прям как пластмассовые. Сама прокладка еще более-менее, хотя с-под нее сочилась. Ну а вот эти еле колечки выковыривал их пластмасской вот этой аккуратненько. Там ищите какую-то приспособу, но не металлическую, потому что вы можете повредить вот эти вот
места, ячеечки, и в нас будет пропускать или к свечам, или еще, если мы будем выковыривать где-то, тоже могут быть проблемы. Так что с этим аккуратно. Ну, вот так вот. Тоже места герметика просто посчищал. Тоже той пластмассочкой аккуратненько. Вытираю и устанавливаю новые прокладки. Вот так это все у меня получилось. Я не наношу сюда масло, так как при установке не факт, что получится поставить с первого раза, а как показывает практика, точно с первого раза не получится. И как результат у нас на эту прокладку может что-нибудь попасть. Ну и тем самым оно создаст нам только проблемы. Так что ставлю ее сухой. Единственное, что осталось, это нанести герметик в два места, те, что я показывал. Обезжирил то, что было под рукой. Эти два места герметик буду использовать. Вот этот вот. Так, и сейчас подготавливаю ключ для затяжки. Затягивать будут по схеме. Схему приложу. Перед тем, как наносить герметик, подготавливаю ключ для того, чтобы осуществить первые затяжки правильные, чтобы герметик не успел у нас в этих местах подсохнуть. Подготавливаясь уже непосредственно к самой затяжке. Вначале буду затягивать, так как у нас здесь 10 нанометров затяжка, вначале буду по той схеме протягивать все болты. Единственное, буду использовать где-то там не 10, пусть поставлю 5. По системе 5 протягиваю все болты. После этого буду протягивать уже непосредственно так, как должно быть, на 10 нанометров. Использовать буду динамо-ключ вот такой. Затяжку осуществил. Ну, сейчас буду это все дело назад собирать. Машинку собрал, все попротирал. Были моменты окисления. Немножко спрейчиком медным, для того, чтобы оно не окислялось в дальнейшем. Ну, все протер. Ставлю клемму, буду заводиться. Всегда все вычищайте хорошо, потому что за вас этого никто делать не будет. Ну, завожусь, слушаю, как работает двигатель. В нашем случае надо, чтобы вентилятор не крутился. Если вентилятор у нас будет маслать, значит где-то идет подсос. Так, пробуем заводиться. Все работает четенько, нигде ничего. Машина проехала 93 тысячи километров. Удачно был поставлен газ пару лет назад. Тоже мне очень нравится. Если срабатывает кикдаун, то переключается на бензин автоматически. Или можешь переключить просто на бензин. Ехать нормально, хотя она и на газу до больших оборотов нормально едешь. Я, по-моему, 140 еду на газу. Вот так вот. Бензин заливаю только пульс, так как минимум приходится ездить на бензине. Тем самым у нас, чтобы бензин был максимально классный. Все хорошо, подсоса нет. Двигатель потихонечку прогревается, работает уже тише. Специфика таких двигателей 1.6 в том, что они работают как дизеля. Но на самом деле это бензин. Очень, кстати, классные моторы. Нравится мне, как они себя ведут.
особенно в режиме спорт, и коробка, и двигатель. Двигатель, кстати, компании BMW. Такой ставился на, если не ошибаюсь, Мини Купер, RCZ-ка, Peugeot. Довольно классные моторы. Видел, уже по 350 тысяч понаезжали люди. А у меня всего 93 800. Вот так вот. Ну что ж. Чуть, кстати, с дуру недавно не продал ее за копейки. Вот так вот. Все по машине сделано. Покатаюсь, посмотрю. Ну, я думаю, что тут никакой течи быть не может. Правильно зажато, с правильным усилием. Так что, в принципе, как говорится, будет все хорошо. Что касается джипа, для джиповодов, то джип наваливает прекрасно. Был устранен подсос воздуха. Он был в той шланге, что идет с рампы, обратка, и идет до вот этого клапана. Заменил этот кусок трубки. Видно, там еще стоял заводской вот этот шланг с заводским хомутом. Его заменил. И заменил тот, что шел после клапана в бак. Подсос пропал. Ну и тяга стала еще лучше, потому что видно, что оно шло частично с воздухом шло, и той тяги все-таки с подсосом нельзя добиться. Ну а сейчас я наваливаю на джипе. Что касается расхода, я знаю, как мерять правильно. Просто чтобы вы понимали, если он на моментальном есть так мало, то можете понимать, какой у него будет расход. Средний расход у меня, вот я сейчас после того, как подсос был, убрал, и я не нулил с момента, когда ездила жена, то у меня 10 литров. Город, не город, там лес езжу, за городом езжу. Наваливаю хорошо, сражаюсь постоянно с какими-то машинами, и у нее реально, я бы сказал, тяги добавилось намного больше, чем это было раньше, потому что впрыск однозначно стал лучше, расход по-любому будет меньше, ну если ездить нормально. Хотя даже так как я наваливаю, то у меня 10 литров. Вот сейчас оно потихоньку падает, было там, выросло до 11, сейчас я вижу 10, там 10,2, вот такой у меня средний расход. Это что касается джипа. Проехал 40 километров, полет нормальный, нигде ничего не течет. Всем удачи, пока.